Так, вот, Тагирович, добрый вечер. Мы Добрый вечер, Жада. приступаем к одной из самых важных глав дарования Торы. Давайте Вы поделитесь. знаете, я здесь думал, во-первых, я сразу хочу сказать, что я читал вот эти комментарии на русском и английском языках, в Торе Плаут и вот в английской, которую версию у меня, в смысле, это не Тора Плаут, а какая-то другая у меня есть. Я читал эти комментарии, я, конечно, в восторг пришел. Комментарии очень глубокие, очень интересные. Вот. Ну и это действительно глава в каком-то смысле, понимаете, ключевое событие произошло. И, конечно, здесь можно было бы много очень рассказывать, а какое ключевое событие. Ну, первое, это Итро, Ципора и двумя детьми приезжают к Моисею, да. Дальше, значит, ему Итро это тесть Моисея, значит, ему рассказывают обо всем, что произошло. Он, значит, говорит о славу Всевышнему, да. Вот. А потом, значит, это вот очень интересная вещь. Мне кажется, мы это записывали. Это предложение иерархической структуры принятия Да. одно суда. Значит, да, потом он уезжает, и дальше Всевышний дает нам 10 заповедей. Не только нам. Я считаю, что это всему человечеству, так сказать, эти заповеди. А другое дело, что многие, так сказать, не воспринимают. Но я бы хотел здесь, я говорю, конечно, эту главу можно часами, так сказать, обсуждать. Это, ну, действительно такая ключевое событие, да. Вот. Но я хочу обсудить только три пасука, значит, связанные с одной и той же вещью. Смотрите, я сейчас найду и прочту их просто, это очень важно. Это какая глава? 19. Угу. Пасуки 21-24. И вот смотрите, какая вещь. Я, во всяком случае, я не нашел ни в каких комментариях ни одного слова на эту тему. Поэтому я хочу ее... Но еще раз хочу повторить, что здесь есть очень глубокие комментарии по поводу, значит, 10 заповедей там, и так далее. Тут, ну, это действительно ключевая вещь. Вот. Значит, 19 глава, пасук 21, 22 пасук. Также и священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, а не то поразит их Господь. И вот 23. Но Моисей сказал Господу: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: огради гору, освети ее. И сказал ему Господь: спускайся и взойди затем вместе с Аароном. Но ни священники, ни народ пусть не порываются взойти к Господу, а не то поразит он их. И вот здесь, смотрите, с разницей там 3 строчки. Сначала Всевышний говорит: пусть священники себя, значит, осветят и взойдут. А через 3 строчки говорят: нет, священники, только ты, Аарон. И вот здесь у меня возникла такая мысль, понимаете? Опять же, и это нам даровано, это идет все время, вся Тора, так сказать, про это. Это признак свободы решений. Понимаете? Мы принимаем решение, Всевышний на нас оставляет эту свободу принятия решений. И вот здесь он сомневается, что все священники осветят себя. Понимаете? Вот сомневается в том смысле, что все же хотят увидеть, понимаете, уж тем более священники, да? И вот в этот момент вдруг он понимает, что, может быть, этого не произойдет, что они себя не осветят, и говорит: нет, только ты, Аарон,
То есть люди, в которых он в каком-то смысле не сомневается. Понимаете? Вот, собственно, вот это мой комментарий, потому что меня это, я действительно был в каком-то смысле поражен, потому что с разницей в 3 строчки, так сказать, вдруг Всевышний меняет решение, понимаете? И вот здесь, мне кажется, здесь как бы в основе этого лежит фундаментальная вещь. Это вот как раз наша свобода выбора, понимаете? И вот тогда, потому что мы же знаем, что были еще последующие события, да? А Всевышний понимал, что может вот быть так, что они этого не сделают, понимаете? Вот. Но мы сейчас про последующие события не будем говорить, а вот, собственно, вот эта мысль. Понятно. Тут немножечко разночтения могут быть в переводе. Если строго посмотреть на текст, он не говорит, что священники взойдут. Сказал Бог Моше, Бог, обращаясь к Моше: сойди и предостереги народ, чтоб не порывались, потому что многие умрут. Также священнослужители, в моем переводе чуть-чуть другое слово, другая интонация. Ханигашим, ханигашим. Гаш – это вот приблизиться, но н префикс – это не фаль, это приближенные. То есть это пассивный залог, и они не приближаются, а приближены. В данном случае это их статус. Мало того, га стоит. То есть это То есть существительное. это не приближающиеся в плане действия, а приближенные в плане их святости, так Да, сказать, да? именно так. И тогда получается, что перевод такой: священнослужители, приближенные к Богу, ну тоже приближенные к Богу, то есть это их должность, это у них такая профессия, быть приближенным к Богу. Вот пусть они тоже, находясь в стане, все должны омыть свои одежды, все должны быть игдашу, они все должны осветиться. Но священники, то есть у них, несмотря на их приближенность, они должны сделать так, как должны сделать все. То Понятно. есть мыть свои Ну, одежды. Чуть-чуть меняется интонация, и сразу становится. И в конце, в 24-м пасуке, «Зайдешь ты и Аарон с тобой, а священнослужители и народ». Вот куда священнослужители представлены. Они приближенные по статусу, но они и народ останутся стоять внизу. Они не предполагаются, что они взойдут. да, вот нет, тогда вот если это перевод, вот можно сделать такой перевод, тогда все нормально, так Да, сказать. тогда получается Да, ситуация противоречивая. тогда да. Но я, честно говоря, это самое вот подумал, что здесь еще один нам сигнал о том, что вот эти решения принимаете вы. Вот и ваше решение, так сказать, вот. Но если вы можете вот принять и такое решение, там, прибежать, знаете, человеческое же, так сказать, прибежать побыстрее, увидеть, да, вот тогда, так сказать, можете быть поражены, и поэтому лучше не поднимайтесь. Да, тут у нас с вами еще одна очень важная часть, которую мы не обязаны с вами исполнять, потому что мы не являемся священниками. Но в данный момент у нас приказ чуть раньше, в 10-м пасуке, «И сказал Бог, обращаясь к Моше: иди к народу, освящай его сегодня, завтра, и пусть выстирают одежды свои». То есть, ну, так сказать, чистые одежды. Да, Это да, да. одно из условий, чтобы не предстать перед Богом, чтобы не десакрализовать, не осквернить сам процесс разговора со Всевышним. Понятно, говорит он, понятно, говорим мы, потому что мы молимся. И вот в этот момент мы должны быть в особых одеждах. Это то, что мы с вами делаем на шаббат.
мы одеваем особые одежды не просто так. Это хорошо, если мы об этом задумываемся. Мы одеваем их не просто потому, что это традиция, потому что нам так рассказывали наши бабушки, дедушки, приучили нас к этому. Нет, не поэтому, а потому что мы должны смотреть на это как на акт святости, как на акт получения субботы, акт общения со Всевышним, получения второй души в субботу и так далее. Ну, И вот вот абсолютно, абсолютно. То есть мы идем, как бы сказать, прикоснуться к святому, и поэтому мы должны соответствовать. Вот. да, И в да. смысле Но одежды, и в смысле настроения, и в вот, смысле... Вот, вот. да. Что он требует от священников тоже, чтобы они осветились? Священнослужители, приближенные должны осветить себя, дабы не поразил их Господь. Только ли омыть одежды, или вот что-то еще должно было произойти? И вот в данный момент вы упомянули о том, что да, действительно, нельзя идти ко Всевышнему с посторонними мыслями, не собравшись, не сосредоточившись. Вот священник не должен был пить вина, мы знаем, потом будет приказ такой после Надава и Авиву, после неприятного с ними случая, что это особая форма деятельности человеческой, в которой он должен быть максимально сосредоточен. Только в этот момент можно правильно услышать, можно различить святое от будничного, можно различить правильное, неправильное, кошерное, некошерное. То есть когда мы на этом сосредотачиваемся. Да, в данном случае священникам не говорится отдельно, чтобы они омыли одежды, это должны сделать все, но вот священникам, плюс они тоже два аспекта. Они должны не только омыть, но и привести себя в порядок. То есть в данном случае нужно посмотреть, ничего я не касался. Ответственность 10 раз больше, чем у простого человека. Конечно. Не касался ли я чего-то нечистого, какие у меня отношения, там сказать, были вот с людьми нечистыми или в семье что-то такое я мог натворить. То есть он анализирует все возможные поступки, которые могли бы сделать его нечистым, и очищается. Каким образом? Это вот у священников свои предписания. Он освящается. Но в то же время очень интересный аспект, потому что здесь написано, должны осветить себя, дабы не поразил их народ. Имеется чуть-чуть пропущенное слово тоже осветить себя. Если посмотреть с этой стороны, тогда получается так. Есть вот некий избранный клан людей, Коганим, предположим, или в любом другом обществе это другой какой-то клан. И эти люди избранные, они гдошим, а кадош в еврейском языке, в иврите, означает выделенный, особенный, предназначенный. Вот мы помыли одежды, весь народ помыл одежды, мы выделились, потому что все остальные вот по пустыне ходят, они все такие запыленные, а мы другие стоим, мы очищенные, уже выделились, а эти еще больше должны выделиться, то есть вот своей внимательностью. Но это первый случай. А второй случай, этот клан может вдруг почувствовать, что они уже избранные, как Именно потом потому, что как клан, да. да. Наш клан уже избран, ну что ж мы будем очищаться? Ничего особенного от нас не требуется, мы уже посвящены, священники уже посвящены. И вот такая клановость тут пресекается. Они тоже должны Да, заниматься да, тем, чем весь народ. Ну, вы знаете, в современном мире есть кланы богатых людей, которые считают, что они безнаказаны перед законом или не несут такой ответственности, как простые люди. Но каждый, это такая тяга человеческая к орденам, я не имею в виду награды, а орден как организация, да. вот каста, клан, люди принадлежат и считают себя особенными. И вот тут, возможно, одно из решений это перевода, это пусть они тоже занимаются, не пусть думают, что они априори избраны и чисты.
Ну, вот такие два решения могут быть. Да. Ну вот, собственно, я к сегодняшнему дню вот это меня, как бы сказать, Ну да. вопрос, который у меня возник. Но спасибо большое, Рыба, вы очень хорошо, так сказать, этот Ну, указали. Это все-таки тонкости перевода. да, Да, вот это да, да. тонкости перевода. Ну, а сами вот эти комментарии к заповедям, к ситуации и так далее в главе в Плауте блестящие просто. Так сказать. Ну да. Ну Я сидел с таким наслаждением это читал, вот, понимаете, очень глубокий, очень. э, И вот в прошлый раз мы с вами обсуждали, я тогда предложил, это самое, я не увидел этого, значит, в 18 главе посук 20-22 это не сооружай жертвенник из обтесанных камней. Там вот комментарий был душа камня. Вот. А мы тогда с вами разговаривали, что я понимал это таким образом, что э, чтобы не было, знаете, вот этого чрезмерной роскоши. То есть да. я буду что-то делать, вы будете свое делать, там, и такие вот, такой можем накрутить, да. Вот Рашбам, оказывается, вот об этом говорил, о чрезмерной роскоши сооружения. Да, да. У нас с вами по относительно другого праздника, не Матантова, а относительно другого праздника, праздника Суккот, у нас есть с вами ограничение, какая минимальная может быть сука и какая максимальная может быть сука. И вот максимальная сука не должна превышать 20 ама, то есть 10 локтей. Вернее, 20 локтей, 10 метров. Но 10 метров – это почти третий этаж. Представляете себе, ведь запрет всегда идет после события. То есть сначала что-то случается, и потом, так сказать, выносится. Зачем же заранее делать, если люди и так этого не делают? Все запреты – это как раз нарушение человеческих стремлений и привычек. И поэтому люди, да, действительно, очень часто стараются сделать больше, чем у соседа. Ну А да, вот выделиться, эти методы, выделиться. это стремление ввысь, чтобы мою суку было видно издалека. Это в 2 этажа, в 3 этажа можно, ну, до 3 не доходит, но в 2 этажа были споры в Мишне, какая сука считается кошерным, верхняя или нижняя, конечно, верхняя. Но самое главное, это оказывается, люди что-то сделали, что-то строили, то есть Тора замечает тенденцию вот к такому показушеству. И поэтому, если сложить камни не отесанные, то вы достигнете какой-то высоты, иначе они начнут раскатываться, как песчаная куча песка или мелкой гальки. Они будут рассыпаться. А вот если у вас камни тесаные, то можно построить больше храма. Вот Ну сам же да, как египетские пирамиды, да? египетские пирамиды, и у нас уже была одна такая башня. Это тоже ведь люди хотели Тоже совершенно верно. достичь небес. Вот эту тенденцию надо пресекать. Поэтому неудобные камни, которые очень хороши именно для жертвоприношения, то есть между ними ходит воздух и естественный поддув, но плюс ко всему еще жертвенник всегда будет скромным. Вот сколько смогли в груду собрать, дальше уже начинает рассыпаться. То есть ты же должен выше подняться по не скрепленным камням. Поэтому да, да, конечно, это наталкивает на мысль ограничить человеческую, ну, не скажем так, хвастливость, но, по крайней мере, такое тщеславие человеческое, что Тщеславие в чистом виде, да. да, В да. чистом Но виде тщеславие. объяснение о том, что у нас правда есть Авдала,
разделение между живым и неживым. Например, по еврейской традиции мы не носим цветы на кладбище. Почему? Цветы – символ красоты жизни, а у нас разговор идет о прекращении жизни. Поэтому не смешивается, несмотря на то, что это не катастрофически, но мы никогда не смешиваем. И еще несколько таких запретов есть, когда молоко, одно из объяснений кашрута, не мешай мясного с молочным, молоко – податель жизни. А если у тебя в руках мясо, то это значит, жизнь закончена. Ты лишил животное жизни. И вот чтобы жизнь и смерть не смешивались, надо отдельно питаться этим и этим. Точно так же и металл и камень. Камни для жертвенника – это центр, как Раши говорит, это самое первое объяснение, это центр, вокруг которого собираются евреи, и он продляет жизнь. Он дает искупление, потому что на нем жертвы, он продляет жизнь. Металл не только киркой или плугом используют его для этих инструментов, но еще и как оружие. Поэтому, чтоб, не дай бог, хас вихалила, смерть и жизнь не смешались. Да, это хорошая, такая убедительная просьба не отесывать камни, объяснение Раши. Очень приятно. Хорошо. Хорошо, ну тогда Спасибо большое. мы прощаемся. До следующей главы. До следующей главы, да. Спасибо большое, ребят.